Всем привет, друзья! Вы на канале Мой Флакон, меня зовут Сергей. Сегодня мы поговорим про один из подарков на такое классное время года, как сейчас. И это парфюм Sword Dancer, танец с мечом, либо что-то в этом духе от компании HT Fragrance Company, HFC. Хитроспилов, очень желанный подарок для многих, классный подарок для любителей парфюмерии. И это самый популярный аромат этого бренда для мужчин. Но также в подарок к этому парфюму шел сэмпл самого популярного их женского аромата под названием Rock Me in Dreams. Что-то вроде «Окутай меня в мечтах». С него мы и начнем. Вообще это их топчик. Вот так вот выглядит их 8 мл или 7,5 мл флакон. Я уже его пробовал на себе, это очень и очень здорово. Его очень часто сравнивают с Lost Cherry от Тома Форда, то есть потерянная вишенка, потерянное еще кое-что. И я бы не стал на самом деле этого делать, они очень разные. Да, это вишневый аромат, и он очень нежный, и он очень классно окутывает, и его хочется вдыхать и вдыхать, и он медленно затухает. Здесь вишенка сохраняется довольно долго, на моей коже 1,5-2 часа я ее точно слышу, на одежде я могу слышать ее на завтра. Дальше будет база очень классная, сладковатая база, немножко с кислинкой. Мне напоминают конфетки с кислинкой, такие карамельные. Для девушек, женщин это, считаю, очень желанный аромат, очень классный. Сравнение с Томом Фордом не совсем уместное, потому что Том Форд отличается чем? У него в начале старт вишневый, но потом он быстро слетает, и там такая сладость остается, и она жужжит, и жужжит, и жужжит. Многим нравится, мне не очень. Мне кажется, Том Форд немножко простоватым. Здесь медленное перетекание вишни в ванильную базу. Это очень классно, это еще очень приятно. Все хотят иметь этот аромат, вот серьезно. Ну что ж, а теперь перейдем непосредственно к распаковке. Я его еще не открывал. Конечно же, я его на себе пробовал, я знаю, как он пахнет. Его также сравнивают с Couche de Diable от Serge Lutens. Мы с вами сравним это тоже сегодня. Но давайте раскроем, как это выглядит. Вообще здесь эта история про что-то сухофруктное, древесное. Serge Lutens, конечно, я знаю намного больше. Там история с черносливом, с лесом таинственным. Давайте откроем. Serge посмотрим позже. Так, что у нас здесь? Как бы это там не выпало. Слушайте, это все не очень-то... вот так. О, это, конечно, шикарно. Здесь послание. The master's movement is an inimitable dance. His weapon is the instrument of perfection. То есть меч — это инструмент чего-то очень совершенного в руках мастера. Очень-очень классно, презентабельно, очень приятно получить такой подарок. И мы открываем, и здесь флакон. Вот так это выглядит. Красиво, черно, лаконично. Здесь мастер с мечом. Больше ничего здесь нету. Огромная, довольно тяжелая коробка. Не могу сказать, что она супер функциональная. Могли бы, может быть, и поменьше, но это выглядит красиво. Вот так выглядит флакон. Такой тяжеленький. Здесь стекло, крышка, мне кажется, металлическая, довольно такая плотная. Ну и что ж, здесь изображены картины знаменитого довольно художника. Напишу его имя, я его не совсем помню. Здесь логотип HFC. HT Fragrance Company. Или как правильно произносить, помогите. Что ж, давайте нанесем. Так,
первые холостые пшики. Разбрызгивает, ну, неплохо, немного брызгает. Я видал спрей получше. И это, конечно же, очень здорово. Здесь старт такой свежий, пряный немножко, кардамон, бергамот заявленный. Чувствуется алкогольность, это ром. Здесь заявлен одной из нот. Есть лабданум давана. И в базе пихтовый бальзам, сандал и ветивер. Это очень стойкий аромат. Он звонкий, но он не удушающий. И он никого не убьет. Я влюбился в этот аромат с первого взгляда. Я его поносил, распробовал в течение дня. Он мне постоянно звал к себе, чтобы послушать запястье, чтобы его понюхать. В основном я здесь чувствую действительно пихтовый бальзам. Алкогольности немножко, но она больше на старте, она потом пропадает. Такой он, знаете, немножко кисленький, будто бы смола стекает по деревяшечкам. Вы идете по лесу. Это довольно свежо, солнечно, ярко, и смола, радость вокруг. Это очень и очень классный аромат. К тому же выглядит красиво, достойно. Это их топовый мужской аромат. У них еще другие есть, я их смотрел, нюхал, но они меня не очень впечатлили. Этот, конечно, хороший. И то, что мне не терпится сейчас сделать, это сравнить с Сержем Лютансом, потому что у него действительно похожий профиль, по моей памяти. Давайте посмотрим. Серж Лютанс La Couche de Diable, это в переводе как постель с дьяволом. И этот аромат довольно сложный, он меняется, он в один час так звучит, в следующий час по-другому. И с ним сложно, с ним нужно сжиться, но он мне очень понравился. Серж Лютанс более сухонький, конечно. Вот Sword Dancer, он яркий на старте, цитрусовый, действительно алкогольная нотка. И пихтовый бальзам потом очень классно звучит на коже. Все же Серж Лютанс это намного более мрачный лес. Вы идете в лесу, вам немного страшно, да, смола, но деревья эти уже довольно старые, чаще такая сгущается. И ноты здесь заявлены немножко другие. Лабданум, древесные ноты, амбра, ут, корица, шафран, апельсин, роза, танжерин, мускус. То есть здесь такая закваска, как бы танжерин плюс ут, амбра, то есть сладко, цитрусово, и она немножко в какой-то такой превращается для меня в сухофрукты. То есть я здесь больше чувствую как чернослив. Это действительно запах чернослива. Но дальше он раскрывается древесно, сосново, амброво, удово. Это очень классный аромат, но он меняется со временем. То есть и он довольно стойкий, и к нему нужно присмотреться, но он тоже очень-очень классный. Здесь же Sword Dancer, он проще. И он понятнее, он яркий, он прекрасный, его хочется вдыхать. Это будет более универсальная история, его точно подарить можно и не бояться, что он не понравится, либо не подойдет. Скорее всего, он подойдет очень многим, потому что он классный. Вот он вызывает только позитивные эмоции. Здесь нету такого спектра и темных ассоциаций, там и светлых, каких-то таинственных, как у Сержа. Здесь история очень веселая. Ой, ну Серж мне тоже, конечно, очень нравится, потому что он загадочный, и иногда хочется погрузиться в это настроение. Что ж, вы выбирайте, что для вас больше близко. К тому же, в подарок мы подарили сюда еще одну миниатюру. Golden Fever называется. Тоже давайте ее посмотрим. Он заявлен как для мужчин, так и для женщин. И действительно это так. О себе я тоже его пробовал. И честно, для меня он, наверное, даже больше в мужскую сторону, потому что он такой довольно зеленый, почуливый, немножко фужерный даже.
Но смотрю на фрагрантики, голосует ближе в женскую сторону, ну, как для кого. Ноты здесь явно следующие. Гальбанум, иланг-иланг, черный перец, нарцисс, жасмин, турецкая роза. И в базе ут, пачули, мускус, пудровые ноты и тростниковый сахар. Ну да, понятно, здесь довольно много цветов, но это звучит довольно фужерно, это звучит довольно даже пудрово, немножко брутально, я бы сказал. И на самом деле классный аромат. Это не является их бестселлером, либо топчиком, но он хорош. Единственное, что он напоминает многие люксовые ароматы, стандартные фужеры, стандартные с цветочными нотами какие-то ароматы. И это слишком дорого для такого аромата. Он классный, я его точно буду носить. Здесь как раз классная миниатюра, маленький формат, и он подойдет. Он очень универсальный, и в офис, на встрече классно. Он не вызывает вау-эффекта, у него нету каких-то выделяющихся вонюченьких аспектов, либо очень кричащих. Хорош, мне очень нравится. Помимо этого подарили еще два пробничка, два сэмпла. Это женские ароматы уже. Devil's Intrigue, то есть это какая-то интрига, дьявольская интрига. На флаконе нарисована девушка, очень красиво. Заявлен как древесный пудрово-ванильный аромат. Ну и да. И знаете, здесь такое что-то есть, возможно, даже как ирисовое, но это ассоциации с пудровыми нотами. Угу. Ваниль, белый чай, османтус, сандал, цветок апельсина. Сандал здесь не кислит, его так ничего не ощущается. Кашмиран, древесные ноты. На мой нос здесь довольно много древесных нот, покрытых ванилью, пудровостью. Этот аромат больше подойдет женщинам, которые хотят спокойный аромат. И опять же, он ничем не выделяется. Он довольно приятный, в нем нет выпирающих нот. Я не могу сказать, что он супер какой-то стандартный люксовый, потому что в нем нет чего-то яркого, кричащего, сладкого. Но он на любителя, я считаю. Здесь есть такая пудровость и древесность, которая не всем понравится. К этому нужно присмотреться. Заявлен здесь цветок апельсина, то есть здесь еще есть белые ноты, белые цветочные ноты. Но на мой нос их не очень много. И второй аромат, быстренько тоже пробежимся, это Indian Venus, что-то индийское, звезда, либо что такое Венус, или это что-то из, не знаю, что-то из женского, да? Indian Venus. Здесь есть схожесть вот с Devil's Intrigue. Здесь заявлены древесные ноты, сладкие белые цветы, мускус пудра. И вот здесь древесно-пудровая составляющая примерно такая же, как в предыдущем. Поэтому для меня эти ароматы очень похоже звучат. Но вот этот Indian Venus гораздо более белоцветочный. Здесь я уже четко ощущаю что-то белоцветочное. Либо жасмин, либо цветок апельсина. Да, и в нотах заявлен цветок апельсина, белые цветы какие-то абстрактные. Есть кедр, тростниковый сахар, древесные ноты, сандал. Да. Это чуть более интересный для меня аромат. Здесь больше древесных нот, и цветы белые больше ощущаются. Я не очень понимаю, почему это популярно среди женщин, потому что здесь довольно много древесных нот. Возможно, на Востоке это больше популярно. Очень странная смесь. Точно и Indian Venus, и Devil's Intrigue не стоит вслепую покупать. Их нужно понимать, и с ними нужно, их поносить немножко нужно.
Поэтому, если у вас получится, вначале вы посмотрите пробничек где-то, либо в магазине, нанесите и уйдите погуляйте на денечек, вернитесь завтра. Потому что это не слишком выпирающий аромат, здесь нет ничего суперинтересного. Но, что касается аромата под названием Rock Me Dreams, это точно супер. Можно дарить девушкам, женщинам. Это классная вишня, притягательная, с ванильной мягкой базой, очень не оглушающей, нету древесной какой-то составляющей, постепенно в такую классную мягкость уходит, ванильную, не выпирающую. И, конечно, Sword Dancer для мужчин, это да, это супер, это и алкогольность, и здесь пихтовый бальзам, то есть такой лес сосновый, очень здорово. Профиль довольно типичных для мужских парфюмов, но тоже не прогадайте, он яркий, запоминающийся, понравится очень многим. Что ж, вот такой обзор у меня был. Знакомы ли вы с брендом? Может быть, вы знаете что-то другое, слышали что-то другое про эти ароматы, либо у вас другое мнение. Если вам понравилось, подпишитесь, поставьте лайк и увидимся в следующем видео. Всем отличного дня!